Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать. Что идет в вашу жизнь, мои дорогие Водолеи, или как изменится ваша жизнь. Давайте раскроем карты, и, конечно, мы будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но я искренне, опять же, надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И для нашего прогноза расклада мы не ставим четких временных рамок. Почему? Да потому что 3 планетарных транзита влияют на жизнь каждого из нас, влияют на вас особенно, но и одновременно на жизнь ваших партнеров, может быть, ключевых партнеров, или как общая какая-то обстановка. Она тоже оказывает влияние на нас как будто ориентируя на какие-то новые свершения. И первый транзит – это, безусловно, переход Плутона, ваш знак зодиака, и надолго, на 20 лет, причем надежно. И это как состояние между прошлым и будущим. И в вашем знаке Плутон это больше свободы, больше индивидуальности, когда мы можем какой-то свой проект осуществить, воплотить в реальность свою мечту. Но это на этом не заканчивается. Еще очень важный транзит в декабре. Это Нептун в знаке зодиака Рыбы. Он уже там находится давно, но именно в декабре переход до 7 числа – это ретро-движение, а с 8 – это прямое движение уже. И Нептун – это всегда некоторые иллюзии, или наши сомнения, или мы на что-то все никак не могли решиться. Был какой-то хаос в нашей жизни или какой-то сумбур, может быть, даже в нашем сознании. Мы могли, кстати, отказаться от своей мечты, потому что не видели, как это осуществить, а здесь мы наоборот продумаем, нет, надо вот как раз именно в этом направлении двигаться. Или мы могли представлять, что какая-то история может быть даже возобновлена, а тут мы понимаем, что, а нет, уже мир изменился. Может быть, вы на что-то никак не могли решиться. И как раз переход в знаки Рыбы Нептуна из ретро в прямое движение и говорит о том, что решимости будет больше. И третий очень важный транзит – это Уран, ваша планета-управитель, мои дорогие, которая находится тоже давненько в знаке зодиака Телец. Но, внимание, до февраля по 30 января Уран в Тельце будет в ретро-движении. И ретро – это тоже какое-то дежавю. А уже с февраля это будет прямое движение. И поэтому, как новая концепция мира – это как наша какая-то, ваша особенно, мои дорогие, перезагрузка. Вы можете чувствовать, что я хочу отстроить вот именно по части благополучия. Ведь телец – это все, что связано. Деньги, где-то работа, откуда к нам приходят деньги. Это вопросы нашего места пребывания, это вопросы нашего дома. Ну, где-то имущество и все то, что с благополучием проходит. И у вас как новая концепция какого-то будущего может быть. Но это будет больше уже где-то февраль, может быть март, с заходом вот на тот долгий период 2025 года, когда больше будет конкретики. Ведь ожидаем мы по Урану в Тельце, что может смениться концепция, к примеру, финансовых рынков, валютных рынков. Может быть, это и фондовые рынки. Отношение к электронным деньгам тоже может меняться, и это где-то в мировом масштабе. Мир меняется в целом, мои дорогие, с приходом Водолея, планеты Плутон. Но и все остальные планетарные транзиты словно подтягивают некоторые сферы нашей жизни, чтобы выстроить в какой-то единый красивый узор. Давайте узнаем, какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни, мои дорогие Водолеи. Как изменится ваша реальность и с чем или с кем это будет связано. Дорога к свету, так называется эта карта 20-го старшего аркана. Страшный суд. Очень символично, что она вам переворачивается. И вот этот свет освещает тот путь, по которому идет наша прекрасная дева. И обратите внимание, холод, какая-то замерзшая пустыня. И она идет босая. Но она как будто этого даже не замечает. Вот этот солнечный свет ее и согревает. И там, где она проходит, солнечный свет согревает и землю, растут цветы. И рыцарь жезлов – это карта где-то убыстрения некоторых ситуаций, быстрых событий и ваших действий. Быть готовым к неожиданностям всегда рыцарь жезлов нам говорят.
об этом, но и сами по себе неожиданности словно ломают какую-то прежнюю парадигму вашей жизни. И 20-й старший аркан – это нет прошлого. Это что-то в вашей жизни уже настолько малозначимо, что, может быть, еще в этот период вы и будете чему-то уделять внимание, потому что ряд вопросов нужно завершить, но это только дорога к свету и полный вперед. Давайте, теперь я сама достану карты. И первая карта у нас будет называться «Важное событие» или «Чем запомнится вам этот период перехода в 2025 год, ну и первые месяцы 2025 года». Что нового, мои дорогие водолеи, войдет в вашу жизнь? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Может быть, и есть какое-то дело, которое вы должны, меняете методы, меняете какую-то концепцию. И это будет как, может быть, даже и с нуля, но какое-то ваше продолжение, можно называть продолжение, но, может быть, это в каком-то другом ракурсе. Мы узнаем. Таро – неожиданность. Что вам помогает, что вас радует, что вам может помешать осуществить какой-то ваш проект или намеченную цель, событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое, возможно, меняет вас. Именно вы сами, ваша личность. И еще у нас одна колода, которую приобрела относительно недавно. Это карты Оракула. И мы на ней достанем карту Совет. Колода называется Гli Angeli del Cuore. Ангелы сердца конкретно. Это 44 карты. И они конкретно прописаны как мини-руководство. Я буду благодарна вашим комментариям, потому что есть у меня задумка составить гороскопы, Таро, гороскоп на 2025 год именно по личной жизни для каждого из знаков зодиака. Поэтому мне важно узнать, насколько эта колода откликается в вашей душе. Мы достанем сначала одну карту, а дальше посмотрим. Больше личная жизнь. Вот об этом нам говорит колода. Или дает советы. Что учесть, может быть, нужно или принять к сведению, во внимание. Достанем одну карту. Важное событие. Выйти из какого-то тупика конкретно. Выйти из зависимой ситуации. Может быть, от каких-то зависимостей, кстати, избавиться. Или пересмотреть свою концепцию здоровья, отношения к собственному здоровью и где-то здоровый образ жизни, такое может быть. Но есть еще и какая-то перезагрузка, которая совершенно неизбежна. И если вам переворачивался 20-й старший аркан, и мы говорили «дорога к свету», здесь тоже есть свет. И есть вот эта проталина. Среди вот какой-то мерзлоты и сугробов растет цветок. И сам-то человек себя вот в такое состояние как будто подвесил. Он хочет увидеть что-то с другого ракурса. Да, по этой карте и пауза. Или, и, как я сказала, тупик всегда. Как Т-образный перекресток для кого-то. Вот это есть такое значение. И значит, нужно выйти из каких-то тупиков. Или оставить какие-то тупиковые ситуации, которые не могут быть продолжены. В чем-то не упорствовать. Но или какая-то перезагрузка, когда важные решения вам придется принимать. Это 20-й старший аркан. И здесь будет важно все, как и здоровье ваше. Поэтому более позитивное к самому себе отношение. Но и что-то не может быть продолжено. Иначе никакого интереса, никакого прогресса. А вот это какая-то вечная мерзлота. Вот какое-то будет важное событие. Может быть, старший аркан не говорит, какая конкретно сфера жизни, но он может говорить о том, что обстоятельства вас будут подталкивать к какому-то важному решению. И может быть у кого-то это вопросы работы, у кого-то переезд куда-то очень далеко. И как это осуществить? Это вам не помогут какие-то прежние методы. Тут нужно будет обдумать и на что-то решиться. Давайте узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Работать придется где-то достаточно много. Это будет много общения, может быть, и с людьми какими-то новыми, или с людьми самыми разными. Когда вам придется себя адаптировать к разным ситуациям или к разному общению, мои дорогие, и в то же время очень быть рациональными. Потому что всегда по десятке жезлов, знаете, это мы могли включиться в какую-то работу. У вас должна быть устранена некоторая хаотичность или
даже ради любопытства, согласия принимать участие в тех вопросах, которые для вас не имеют какого-то прогресса. Потому что десятка жезлов всегда приглашает нас делегировать рутинную работу, а оставить для себя что-то очень важное, то, что именно для вас, для вашей личности, для вашей судьбы, для вашей души будет важно. Потому что даже в этом направлении, в вашем, потребуется много сил. Но тогда, посмотрите, двое несут арбузы. И карта нам говорит, они точно знают, хоть и тяжеловато, но они к этому дому придут. Своя ноша не тянет, поэтому сил на ваш проект какой-то хватит. Но правильно их распределить для вас будет очень важно. Здесь как бы и в тупике нельзя остаться и перейти в какую-то многозадачность. Вам следует или предстоит где-то выбрать правильное направление. Вот это будет как и новое что-то, причем, скорее всего, какое-то новое совершенно. И, может быть, у вас не хватило духу кому-то отказать прежде. Или вы считаете себя обязанным кому-то. Так вот это тоже придется пересмотреть. Иначе какая-то обязанность вам будет создавать вот эту патовую ситуацию, или это этот Т-образный перекресток, тупик, когда мы шли-шли, и вот мы уперлись во что-то. Дальше дороги нет. А тут нужна внутренняя перезагрузка, пересмотр своей активности в принципе, в чем вы будете участвовать. Давайте узнаем, что же завершится, от чего вы откажетесь сами. Но это правда. Аркан башня – это сами по себе перемены. Это те перемены, кстати, старший аркан – видимо, пространство Вселенной вас будет словно заставлять сделать какой-то важный выбор. И я часто говорю по этой карте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Почему так говорю? Есть и колода карт, кстати, тоже ангелов, где очень наглядно показан, как ангел берет за руку человека и выводит из той башни, которая через некоторое мгновение будет разрушена от удара молнии. Есть какая-то концепция, когда вы не должны терять время. Что будет завершено? Тут пространство, Вселенная, внешние события будут вас подталкивать к всему тому, что я говорила по предыдущим картам. И вы не можете это отложить на потом, иначе вы потеряете время. Тут будет какой-то момент, когда вы поймете, что да, вот прямо сейчас мне нужно действовать. И действовать совершенно по-другому. Может быть, рушатся какие-то и обязательства, мои дорогие. Для кого-то из вас это момент такой, когда опасность иногда проходит и такое значение. И меня смотрят люди из разных стран. Значит, вовремя смыться, извините, не значит испугаться. Для кого-то конкретно куда-то переехать или куда-то отправиться. Причем так быстро, как этого требуют какие-то обстоятельства. Ведь, опять же, старший аркан. Мне очень хочется немножко прояснить. Что за ситуация может быть у вас, мои дорогие? Или для чего все это нужно? Как видят карты, мои дорогие водолеи. Вы знаете, какие-то иллюзии, вот этот Плутон, они должны быть разрушены. И оставлено что-то одно. То, что максимально жизнеспособно, и то, что требует как раз вашей активности и приложения сил. Но не должно быть многозадачности. Не должно быть какой-то эйфория. С другой стороны, принцесса чаш может говорить о какой-то личной истории, которую, может быть, и есть смысл продолжать. Но в целом, ведь это карта эмпатии, карта любящего человека. Может быть, вопросы дома, семьи для вас тоже где-то вместе, все вместе взятое будет означать как какое-то правильное направление. Может быть, это еще и новое знакомство, мои дорогие. У кого-то в личной истории какая-то прежняя вот эта тупиковая ситуация завершается. Вы разбираетесь где-то с теми вопросами по части недвижимости или закрываете какие-то прежние союзы, и даже если есть какие-то обязательства, вы минимизируете, точно знаете, в каких рамках, в каком количестве вы, к примеру, будете помогать. И это сделать совершенно необходимо, потому что на пороге совершенно другая какая-то реальность. Но вы со всеми можете договориться, а у кого-то из вас это новые отношения. И, может быть, отношения с человеком намного младше вас. Верховная жрица, обратите внимание, это та, которая все знает. И нам говорят, это, безусловно, карта интуиции. О себе много не рассказывай. Будь очень продуманным в своих действиях. Ты столкнешься с тем, что невозможно просчитать на несколько шагов вперед. И тебе придется пройти этой тропой или дорогой.
И тогда тебе будет помогать интуиция. Что такое интуиция, мои дорогие водолеи? Это прекрасный тандем интеллекта, а ваш знак зодиака – это символ интеллекта и нашего прежнего опыта. Тот опыт, который нас не ставит в тупик, а то, что мы оставили просто как ситуацию, чтобы не найти повторно какие-то старые грабли. Вот. И поэтому вот эти правильные решения, они для вас будут очень важны вот на этот период, который мы так в целом с вами, или вот период этих транзитов с заходом на 2025 год. Зима, может быть, еще и весна 2025 года. Помните, что удача и успех любят тишину. И о себе много не говорите. Где-то больше молчания вам будет тоже помогать. Может быть, и какая-то обстановка будет, которая будет вас вынуждать как раз при полном молчании сделать какой-то квантовый скачок. Я такое могу предположить. Давайте я достану еще карту. Какая-то еще может быть ситуация. Правда, колесо фортуны – это карта удачи, счастья, каких-то возможностей. И, может быть, и правда запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ухватить, словно птицу, феникс, за хвост и куда-то переместиться. Или быстро сориентироваться в какой-то ситуации. У вас это как основное событие, и будет какая-то возможность. Вы чего-то не можете оставить на потом. Потому что всегда колесо, и нам изображено колесо фортуны. И эта фортуна, это именно что-то положительное. Успех, удача. Но это еще и по времени. И мы знаем, это вот колесо года называется колода, что колесо-то вращается наверх, а потом неизбежно пойдет вниз. Поэтому вот тот маховик, который идет наверх, вам важно будет по времени не упустить. Не будет эта возможность какая-то бесконечно длительная. И может быть действовать быстро, сообразно обстановке. Не добавлять себе вот эта карта больного ребенка или искаженной какой-то реальности. Вот не искажайте себе реальность, правда, а как раз правильно оцените ее, увидьте ее, может быть, открытыми глазами, и, может быть, это для кого-то из вас будет одно основополагающее решение, когда вы кому-то скажете «нет». Может быть, и не одному. Но это будет совершенно необходимо, чтобы себя организовать на какой-то прогресс. Все карты нам об одном и том же, я уже больше не тяну. И семерка жезлов опять же нам говорит, где-то повторяет вот верхние карты, потому что очень наглядно, обратите внимание, двое спасают свои мешки вокруг наводнения. И нам о чем говорит карта? Семерка жезлов. Иногда говорят, карта соревнования. Так вот, не надо участвовать в каком-то соревновании. Колесо фортуны выпадает вам. По этой карте мы уже никому ничего не доказываем. Мы где-то спасаем свое добро и себя. Потому что есть более важные, более значимые вопросы, которые касаются именно вас самих. Или вашей какой-то новой концепции, или личной жизни, или какого-то вашего личного прогресса и личных амбиций. И не должно быть какого-то сомнения или какой-то ненужной философии на мелком месте. Не случайно больная какая-то ситуация, она у вас должна как закончиться, завершиться. И не должно быть искаженного видения той реальности, в которой будет вокруг вас. Вот вам нужно быть дважды, трижды, мои дорогие, реалистом, потому что как и правильно оценить момент, так и ухватить птицу счастья за хвост. Вот как-то так. Неожиданности. Праздник, который после победы, и вот посмотрите, на дне колоды был старший аркан правосудия, поступайте по закону. Может быть, и ваши действия должны быть тоже максимально точны, или составление каких-то важных бумаг для кого-то предстоит, и тогда должно быть все просчитано и где-то вами проконтролировано, чтобы были все подписи, печати, если это необходимо, но и не было нарушения законов. Вот такой тонкий нюанс. И если мы говорим в неожиданностях, правда, вам тут судьба помогает, Вселенная. Четверка жезлов – это когда теплый, уютный дом. Хотя у кого-то может эта карта проиграться, когда вы перемещаетесь в одну местность. Но тогда она может подсказывать именно в этой колоде, что ты и там не останешься надолго.
у тебя будет еще какой-то более новый дом, более, может быть, обстоятельный, более богатый, более такой надежный, но даже и какое-то, как промежуточное значение победы, которое вам приносит радость, оно тоже того стоит, мои дорогие, вам на что-то нужно решиться. А это будет как какая-то база или какая-то ступень ваших достижений, после которой вы идете дальше наверх и преувеличиваете свои возможности. Но в неожиданностях сама, как повторюсь, и судьба – это карта якоря, карта уверенности в сегодняшнем дне. Вот в неожиданностях у вас что-то доброе, хорошее. Что вам помогает, давайте узнаем. Ну, вообще ваша карта – король мечей. И для кого-то это ваша новая концепция правильной оценка внешних каких-то событий, рационализм, может быть и хладнокровие. В некоторых ситуациях все-таки аркан башня. А для кого-то конкретно помогают юристы, помогают адвокаты решить какой-то вопрос, помогают, может быть, и врачи для того, чтобы какую-то зависшую ситуацию или по здоровью, или, может быть, это, ну, как зависимость от чего-то, и вы будете обращаться к специалисту, у кого-то, может быть, и так. Переход к здоровому образу жизни. Мы же все разные. Но вот с чем-то вам нужно разобраться, чтобы иначе это будет все время тянуть назад. По этой карте также идут и высокие чиновники. И что вам помогает? Когда вы строите карьеру, когда вы не на вторых ролях, и вот так рационально и интеллектуально, может быть, даже оцениваете те ваши возможности, которые вам предоставлены будут. Может быть, как раз увидеть какой-то альтернативный вариант. Вы, мои дорогие, умеете видеть, ну, как-то даже любую ситуацию иррационально альтернативно. И многие люди этого сделать не могут. Поэтому, как и построить карьеру благодаря новому видению или новым энергиям, отталкивайтесь от себя самих. Не случайно, как вот эта перезагрузка, которая, может быть, была какой-то короткий срок. Или если мы говорили, что сам себя человек как будто подвесил, потому что новый ракурс нужно увидеть. Или вот это иррациональное, альтернативное. И теперь вы как будто точно знаете вот это ноу-хау. И вам это помогает. Прочная позиция. Вы, несмотря, хоть камни с неба, а у вас может быть что-то удивительно замечательное, причем как означает ваш рост, так и означает уверенность. Может быть уверенность по части финансов, дела, работа, бизнес и даже дом. Что вам может помешать? Когда вы, нам ведь сказали праздник после победы как неожиданность, вы успокоитесь. Или когда вы, может быть, застрянете в какой-то ситуации, когда это будет связано с вашими близкими. Тем не менее, какое-то взаимодействие, может быть, с вашими родственниками, оно может быть, как какие-то советы. Самих по себе препятствий нет. Но ведь королева Пентаклей, она создает из хаоса порядок. И здесь мы можем только что раньше времени успокоиться, а вам нужно будет продолжать что-то делать. Может быть, когда вам захочется расслабиться, а нет. Тут нужно будет, как потребуется от вас, скорее всего, какая-то настойчивость. Может быть, обустроить свое благополучие у кого-то с нуля и не испугаться. Может быть, из какой-то суматохи отстроить что-то более конкретно надежное. И опять же, это не значит, у вас победа какая-то будет, или у вас что-то получается очень хорошо. Но вы можете успокоиться, а карта говорит нет. Ты должен постоянно идти дальше. Давайте узнаем события, которые меняют вас. Ну вот карты живут своей жизнью. 20-й старший аркан. Путь к свету. Не может быть продолжено что-то, что было в какой-то прежней концепции. И поэтому идти вперед придется. Какая-то прежняя история не имеет значения. Поэтому события, которые меняют вас, у кого-то конкретно перемещение, опять же, переезд или смена работы, или личная жизнь тоже меняется, все же 20-й старший аркан. Но это аркан избавления от боли, избавления от страданий, избавления от каких-то прошлых ненужных ошибок.
Что же вас меняет? Правда, личное тоже может история, десятка пентаклей. И меняется жилье. Если мы сказали, я говорила, это как победа будет, а следом, или вы можете, к примеру, обретя какую-то или даже недвижимость, или место какого-то пребывания, вы будете для себя в дальнейшем обустраивать более, ну, какое-то приятное либо место, либо более дорогое, либо более надежное, либо более комфортное. Для кого-то это история личная, связанная с вашими родственниками или с вашими партнерами по личной жизни. Когда и деньги, когда и дом, когда и комфорт, когда вот все в одном клубке, может быть так, или может быть с чего-то одного начинаются эти перемены, но значит вот этот красивый узор вы сумеете сложить. Сразу несколько составляющих вашей жизни. У вас будет тот человек, который вас будет поддерживать. Как таковых препятствий, которые бы вам строили люди, мои дорогие, я не вижу. Но тут вам нужно как-то очень правильно взаимодействовать в какой-то, возможно, непростой ситуации или принять важные решения. Но это сама по себе карта счастья, карта уверенности. Когда у нас все хорошо и сегодня, и завтра. И, конечно, вас это меняет. Уходит какой-то хаос, уходит какая-то неопределенность. Постепенно уйдет и вот эта башня. Или какая-то замороженная, зависшая ситуация, когда вы долгое время чего-то ждали или никак не могли решиться. Давайте узнаем, что нам подскажет карта Оракула, мои дорогие. Да, любовь у вас тут, прямо скажем, не на последнем месте. Работы в отношениях в вашей паре. И люди, которые семейные, или тот, кто вместе проживает какое-то время, со мной согласится. Именно потому, что это, правда, работа, личная жизнь. Где-то это эмпатия, где-то это и поддержка, но это взаимодействие постоянное. Нам приходится договариваться, потому что сходятся два разных человека. И от того, как мы сумеем договориться, будет как раз и зависеть общее счастье. И карта вот говорит, дай какую-то новую, может быть, возможность в вашим отношениям. У кого-то это может быть примирение, может быть, у кого-то объединение семьи, если вы были в прежнее время на расстоянии. Или для кого-то из вас партнер такой тоже может проиграться, возвращается в вашу жизнь. Понятно, что это будет касаться именно тех, у кого обоюдное желание, решение, как и с вашей стороны, так и со стороны партнера. Понятно, что если уже все точки над «и» расставлены, ну, кто ж тут вернется? И от желания вашего, но не желания другого партнера, здесь ничего не поменяется. Но когда двое человек дороги друг другу и по какой-то причине не смогли договориться, вот здесь как раз примирение может быть. Потому что просто нужно работать над отношениями в паре. Вот конкретно об этом нам говорит карта. Может быть, это переезд с семьей. И пока мы себя адаптируем, пока мы семью адаптируем, это тоже не так просто. Давайте мы достанем еще одну карту совет. Все же мы все разные. И у каждого своя концепция, что должно быть услышано или переложено именно на вашу историю. Ух ты! Свадьба, мои дорогие, у кого-то конкретно свадьба, может быть, те отношения, которые идут к свадьбе. У кого-то за этот временной промежуток. Все же мы рассматриваем вторая половина ноября из захода на зима, а то и весна, первые месяцы 2025 года. У кого-то может состояться знакомство или ваши отношения будут развиваться так быстро, что в конечном итоге это придет конкретно к бракосочетанию. Может быть и так. Или какое-то оформление отношений. Может быть, это именно брак. Нам даже не про развод говорят, а то и про венчание. Такое тоже могу предположить. Давайте мы достанем карту еще. Не все выходят в брак. Или, может быть, это ваша семья, или ваши отношения, которые, может быть, недавно вы заключили этот брак, или которые находятся под угрозой. Здесь тоже может быть какой-то пересмотр. Но, опять же, если этого желают оба. Пусть для всех нам карты Оракула дадут совет.
Но вот, видимо, вот этот выход из замерзшей вот этой подвисшей ситуации. И карта нам говорит об освобождении. Пришло время вернуть контроль над своей собственной жизнью. И может быть для этого буквально какой-то поворот или прыжок. Нам, посмотрите, единорог показан, который заключен был как словно в какие-то оковы или в какие-то рамки. Он чувствовал себя вне свободы. Я говорила, Плутон в вашем знаке, это больше индивидуальности, больше свободы. И вам захочется где-то этой свободы. И, может быть, для кого-то из вас, вот даже по части личной жизни, на те отношения, которые не могут, допустим, быть продолжены, нужно это завершить. Дать возможность судьбе, чтобы кто-то новый человек пришел в вашу жизнь, и вы, мои дорогие водолеи, были счастливы. Есть тот вопрос, когда от вас вы должны держать контроль над собственной жизнью и не ожидать, что кто-то решит этот вопрос или кто-то примет решение. Чего хочешь ты, водолей, конкретно? У кого-то эта карта ведь может касаться и работы, или переезда, или какой-то еще ситуации, как я говорила, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Может касаться выбора, потому что конкретно повернуть нам нужно, или как будто какую-то ситуацию преодолеть. Вот как нам показано, этот опять же единорог. Но это ваше решение, и никто за вас вашу жизнь не изменит. Поэтому, может быть, вот эта первая карта нам и говорит, важное событие – это важное решение внутри вас самих. Прекрасные карты изменить свою жизнь и быть счастливым, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.